24 яруса коробок в высоту, если считать от днища трюма до верхней коробки на палубе. Стальная стена выше 10-этажного дома стоит на корабле и не приварена к нему ни в одной точке. Судно кренится на 20 градусов, стена уходит вместе с ним и возвращается назад. Она не опрокидывается. 30 ноября 2020 года контейнеровоз One Apus шел через тяжелую погоду в северной части Тихого океана и за несколько часов лишился 1816 контейнеров. Оценки стоимости потерянного груза доходили примерно до $200 миллионов. Еще несколько сотен коробок остались на палубе смятыми и сваленными на бок. Судно при этом дошло до японского порта своим ходом, на ровном киле с людьми на борту. Кадры этой палубы обошли все новости. Про остальные рейсы того же года новостей не было. И вот это место в истории самое любопытное. Начать стоит с масштаба, потому что вместимость таких судов почти всегда понимают неправильно. Когда в новостях звучит цифра 24 тысячи, речь не о 24 тысячах физических коробок. Считают в условных единицах, и одна такая единица равна одному 20-футовому контейнеру. Обычный 40-футовый, тот самый, который вы видели на любой фуре, идет в этом счете за 2 единицы. Реальных ящиков на борту заметно меньше, чем кажется по заголовку. Их все равно порядка 15 тысяч. Габариты удобнее сравнивать не с домом, а с улицей. Длина крупнейших контейнеровозов около 400 метров, ширина за 60. От киля до верхней коробки набирается порядка 70 метров, и половина этой высоты приходится на груз выше палубы, на открытом воздухе, под ветром и волной. Поперек палубы помещается 24 ряда, ровно столько же, сколько ярусов по вертикали. Совпадение, но запоминается легко. Первое объяснение, которое приходит в голову – корабль просто очень тяжелый. 200 тысяч тонн. Попробуй такое переверни. Вес сам по себе не гарантирует ничего. Опрокидываются и тяжелые суда. Работает другое. Когда корпус кренится, подводная его часть меняет форму. Один борт уходит в воду глубже, другой поднимается. Объем вытесненной воды перераспределяется, и точка, через которую вода давит на корпус снизу вверх, смещается в сторону накрененного борта. Получается пара сил. Вес тянет корпус вниз через центр тяжести. Выталкивающая сила поднимает его вверх уже в другом месте. Эта пара разворачивает судно обратно. В расчетах она называется восстанавливающим моментом. Насколько сильно разворачивает, зависит от взаимного положения двух точек – центра тяжести и метацентра. Метацентр – точка, вокруг которой корпус условно поворачивается при небольших кренах. Пока центр тяжести ниже метацентра, судно само возвращается в вертикаль. Расстояние между ними и есть тот запас, ради которого перед выходом пересчитывают каждую погруженную коробку. Так что стена контейнеров сверху не означает, что корабль обречен. Она означает, что кто-то на берегу заранее посчитал, где после погрузки окажется общий центр тяжести. Казалось бы, дальше все просто. Тяжелое вниз, легкое наверх. И вопрос закрыт. Грузовой помощник так не делает, и на то есть причина. Если центр тяжести опустить слишком низко, корпус становится жестким. Период качки укорачивается, судно выскакивает из крена резко, как перетянутая пружина. Самому корпусу от этого скорее хорошо, грузу наверху плохо. Чем резче возврат, тем выше боковые ускорения на каждом контейнере. Страховщики морских перевозок пишут об этом прямым текстом. Избыточная метацентрическая высота увеличивает нагрузки и на сами коробки, и на их крепление. Поэтому задача при загрузке звучит не так, как ожидаешь. Попасть в довольно узкий коридор, где остойчивости хватает, но нет лишнего запаса. Дальше начинается арифметика с десятком условий одновременно. Общий центр тяжести должен попасть в нужный диапазон. Каждая позиция на палубе имеет собственный предел по массе штабеля. Корпус нельзя нагружать как попало по длине. Если сосредоточить тяжелое в середине и оставить легкое на оконечностях, судно начнет изгибаться иначе, чем рассчитано. И это отдельная величина в расчете прочности. Крены на левый и правый борт сводят к нулю балластом. И поверх всего этого лежит логистика. Тяжелый 40-футовик выгодно поставить пониже, но если он едет до 4-го порта, а над ним нужно разместить груз для 2-го, то в промежуточном порту придется снимать половину палубы, чтобы добраться до нужной коробки.
Каждый лишний час у причала стоит денег, поэтому план строится сразу под весь рейс. Убрать любое одно условие, задача решается красиво. Все вместе они решаются специальной программой за несколько часов до погрузки, и решение почти всегда компромиссное. Есть режим, в котором вся эта тонкая настройка ломается сама собой, без единой ошибки экипажа. Он называется параметрической качкой и выглядит обманчиво мягко. Судно идет через волнение более или менее спокойно. Волны догоняют его с кормы или встречают в нос. Размах бортовой качки поначалу обычный для свежей погоды. Но период встречи с волнами и собственный период качки оказываются в определенном соотношении. На гребне волны подводная форма корпуса одна, на подошве другая, а стойчивость то падает, то растет. Каждая волна подкачивает крен, как ребенок подкачивает качели ногой, попадая в такт. Дальше это разворачивается минутами. Первые размахи ничем не выделяются. Потом посуда в столовой экипажа начинает жить своей жизнью. Потом угол на креномере растет от размаха к размаху, и стоять на мостике становится трудно. Для крупных контейнеровозов описаны крены свыше 25 и 30 градусов. Никакого удара, никакой одной большой волны, после которой все пошло не так. Просто ровное нарастание. Именно такие режимы способны разом уничтожить несколько штабелей. Механизм этот описан, посчитан и воспроизведен в опытовых бассейнах. Ответить заранее, в какую именно минуту конкретное судно на конкретной зыбе в него войдет, до сих пор трудно. Нидерландский морской исследовательский институт после серии крупных потерь 20 и 21 годов выпускал для моряков отдельное предупреждение именно по этому явлению. Отсюда и странный на первый взгляд прием капитанов. В шторм спасает не только сброс скорости. Иногда нужно изменить курс относительно волн, чтобы выйти из резонанса. Небольшой доворот меняет характер качки сильнее, чем потеря нескольких узлов. Теперь про то, чем все это держится. Обычно предполагают, что контейнеры намертво скреплены в единый монолит. Ни один контейнер на палубе не приварен. И это принципиально. Монолит сломался бы там, где гибкая конструкция выживает. В каждом из 8 углов контейнера есть литой угловой фитинг с фигурными отверстиями. Ставят коробки не просто друг на друга. Между ярусами вставляется твистлок – замок с поворотным кулачком. Кулачок заходит в отверстие нижнего фитинга и в отверстие верхнего, поворачивается и запирает соединение. Нижний ярус штабеля таким же способом соединяется с палубными гнездами судна. Штабель прошит по вертикали снизу доверху. До замка между 8 и 9 контейнером человек физически не дотянется. Лестницу туда не подадут, и в порту туда никто не полезет. Поэтому массово используются полуавтоматические замки. Докер ставит такой замок в углы контейнера, пока коробка еще стоит на причале. Кран опускает ее на штабель, и соединение запирается само весом груза. Разъединяется оно потом тросиком снизу. Работают с этим люди, которых называют лашерами, и работают они в темпе крана – 30 с лишним подъемов в час. И вся оснастка нижних ярусов должна успевать. Ошибка тут не выглядит эффектно. Один недоустановленный замок в глубине штабеля, и внешне палуба ничем не отличается от правильно закрепленной. Проверка перед отходом. Последний момент, когда вообще можно вмешаться. Грузовой помощник обходит палубу, сверяет схему с тем, что реально стоит, смотрит натяжение тяг. После отдачи швартовов система закрыта. В море ее не переделать и не подтянуть. Любой выход на палубу в свежую погоду опаснее того, что этот выход мог бы исправить. Поверх замков вся башня притягивается к корпусу стальными тягами. Их ставят по диагонали снизу вверх и добивают натяжными устройствами. Если подойти к контейнеровозу в порту достаточно близко, между рядами видно паутину этих штанг. Она и не дает штабелю перекашиваться в бок, когда судно валится в крен. Под палубой принцип совсем другой. В трюмах установлены вертикальные направляющие, длинные металлические уголки от днища до комингса. Кран опускает контейнер сверху точно в этот вертикальный колодец, и внутри коробка уже не может гулять в бок. Ее держат стенки направляющих. Груз под палубой закреплен геометрией трюма. Груз над палубой – замками и тягами. Где в этой системе самое слабое место, зависит от того, с какого конца смотреть. Чем выше контейнер расположен над осью качки, тем длиннее путь, который он проходит при каждом размахе, и тем больше ускорение, которое он при этом ловит. Верхняя коробка огромной башни живет в другой физике, чем ее сосед у палубы. Поэтому расчет креплений ведется не для судна вообще,
а для каждого штабеля и каждого яруса отдельно. Нижним тоже не сладко, только по другой причине. На них давит масса всей башни сверху. Добавьте боковое усилие при крене, и нижняя коробка получает одновременно вертикальное сжатие и перекос. Британское расследование обрушения на судне «Аннабелла» связало происшествие с чрезмерным весом штабеля и с креплениями, которых не оказалось там, где они были нужны по схеме. Схема существует не в голове у грузового помощника. На каждое судно выпускается собственное наставление по креплению груза. В нем прописано, какие схемы допустимы на этом корпусе, сколько ярусов можно ставить в каждой позиции, какая масса допустима, каким оборудованием и при каких нагрузках все это фиксируется. Международная морская организация сейчас работает над стандартизацией программ, которые считают крепление. Принцип, заложенный в эти расчеты, стоит произнести отдельно. Крепление считают не под среднюю погоду и не под спокойное море. Международный подход требует исходить из наиболее тяжелых условий, которые разумно ожидать на конкретном рейсе. Не тех, что были в прошлый раз, а тех, что могут случиться. Современные методики идут дальше и позволяют считать под маршрут. Северная Атлантика зимой и та же линия летом дают разную ожидаемую высоту волны, разные ускорения и разные требования к креплению. Классификационные общества выпускают для этого отдельные инструменты. Судно начинает спасать свой груз недели за 3 до шторма, когда первого прогноза на этот рейс еще не существует. Вся эта математика бесполезна, если отправитель занизил массу. Расчет остойчивости, распределение штабелей, нагрузки на крепление – все опирается на заявленный вес каждой коробки. Компьютер грузового плана верит цифре, которую ему дали. С 1 июля 2016 года действуют требования о подтвержденной массе брутто. Вес груженного контейнера должен быть подтвержден документально, иначе по нормальной процедуре коробка вообще не должна попасть на борт. Правило появилось не от любви к весам. Международная морская организация прямо указывает, что неверно заявленная масса фигурировала среди факторов морских аварий. Подтверждают вес двумя способами. Либо груженную коробку целиком ставят на весы, либо складывают массу упаковок, крепежных материалов и собственный вес контейнера, но по утвержденной методике и с документом на выходе. Ответственность за цифру лежит на грузоотправителе, и это принципиально. Судно физически не может перевзвесить все, что ему подают на погрузку за одну ночь. Дальше достаточно арифметики. Коробка, которую система считает 12-тонной, весит 25. План ставит ее высоко, потому что для легкого груза верхний ярус разрешен. Реальный центр тяжести судна оказывается выше расчетного. Нижние контейнеры штабеля получают нагрузку, на которую их не проверяли, а крепления рассчитаны на другую массу. Ошибка сделана за сутки до выхода, обнаружит ее первый серьезный крен. С внутренностями коробки та же логика. Груз внутри контейнера тоже обязан быть закреплен. На это есть отдельный международный свод правил по укладке груза в транспортные единицы. Требование там сформулировано через ускорение. Крепление должно держать груз так, чтобы он не скользил и не опрокидывался при нагрузках, которых разумно ожидать в морской перевозке. Многотонный станок нельзя просто поставить на деревянный пол и закрыть двери. В шторм он превращается в таран, который бьет изнутри по стенке, а стенка рассчитана совсем не на это. Остается последнее человеческое предположение. В шторм экипаж выходит на палубу и подтягивает то, что ослабло. Никто не выходит. В шторм людей по процедуре держат внутри жилого блока, потому что залитая водой палуба между качающимися штабелями – последнее место, где стоит находиться человеку. Насколько это меняет картину, показывает расследование по судну Эверсмарт. Тяжелая погода, экипаж внутри, снаружи происходит неизвестно что. Когда погода стихла и люди вышли осматривать палубу, выяснилось, из 151 контейнера в затронутой части 42 ушли за борт, еще 34 получили повреждения. Сколько груза осталось, экипаж узнал уже после шторма. Инструменты у капитана остаются только те, что действуют заранее. Сбросить ход, сменить курс, перекачать балласт, обойти район стороной по прогнозу волнения. Каждое из этих решений стоит денег. Обход добавляет сутки, сутки добавляют топливо, а расписание линии сверстано так, что окно в порту назначения не резиновое. Решает человек на мостике, а объясняет задержку он потом тем, кто на волну не смотрел.
Бьет по грузу при этом не одна только качка. Первое – то, что моряки называют зеленой водой. Обычно волна разбивается о корпус и уходит пеной вдоль борта. При определенном сочетании хода, осадки и высоты волны она не разбивается, а перекатывается через палубу сплошной зеленой массой и бьет прямо в стенку нижних контейнеров. Тонна воды на квадратный метр появляется там мгновенно, и удар приходится по коробке сбоку, поперек той оси, на которую она рассчитана хуже всего. В 2020 году одно из судов потеряло таким образом 34 контейнера. Палубный груз просто оказался под этими ударами. Второе. Ветер. И он входит в расчеты наравне с волнением. Крайние ряды на палубе работают как сплошной парус, поэтому у наружных кромок палубы допустимая высота и масса штабелей ограничены отдельно. Красивая симметричная стена коробок на фотографии обманчива. Позиции в ней неравноправны, у каждой свои пределы. С ветром связана история, которая происходит уже на берегу. В море пустой контейнер выгоден, он легкий и меньше грузит штабель. На терминале соотношение переворачивается. Своего веса у пустой коробки почти нет, а площадь борта прежняя. Получается металлический парус массой около 2 тонн у 20-футового и под 4 у 40-футового. Задокументированы случаи, когда шторм валил в терминале целые ряды пустых контейнеров, сложенных по стандартной схеме. В одном разобранном эпизоде ветер превышал 120 км в час, и штабеля легли, хотя правила складирования нарушены не были. Груженный контейнер на земле стоит устойчивее пустого, и почти никогда все не начинается с того, что один замок внезапно лопнул. Расследования описывают цепочку. Качка растет, нагрузки на крепление растут вместе с ней. Один элемент штабеля деформируется или сдвигается на пару сантиметров. Силы перераспределяются на соседние узлы, которые на такую добавку не рассчитывались. Перегружается следующий. Развивается это как лавина, и на выходе получаются не 2 поврежденных контейнера, а десятки одновременно. В расследовании по контейнеровозу Джордж Вашингтон разбирали именно такую последовательность. Резкая качка, превышенные расчетные пределы по штабелям и осыпавшаяся за несколько минут часть палубного груза. Ломается при этом обычно не то, о чем думаешь. Замок редко разлетается пополам. Гораздо чаще стальная тяга вытягивается, натяжное устройство ослабевает, угловой фитинг сминается на несколько миллиметров. Каждая мелочь по отдельности – ерунда. Вместе они дают штабелю люфт, а люфт в качку означает удар. Есть у этой лавины продолжение, о котором вспоминают не сразу. Часть контейнеров на любом крупном судне перевозит опасные грузы, и позиции для них расписаны отдельно. Среди коробок, ушедших за борт Свана Пуса, такие тоже были. Поэтому после серьезного происшествия работа экипажа состоит не в том, чтобы посчитать убытки, а в том, чтобы понять, что именно лежит смятым на палубе и можно ли к этому подходить. Именно так выглядела ночь в Северном море 1 и 2 января 2019 года. Судно MSC Zoe потеряло 342 контейнера, 297 в нидерландских водах и 45 в немецких. Произошло это вблизи Вадензейских островов, в мелководном районе с интенсивным судоходством, и стало поводом для отдельного международного расследования. Продолжение у той ночи было долгое. Содержимое разбитых коробок понесло к берегам, и на пляже островов вынесло все сразу. Мебель, обувь, детали упаковки, мешки с полимерным сырьем. Уборка растянулась на месяцы, в ней участвовали и службы, и местные жители, а часть груза так и осталась лежать на дне в районе, где ходят суда. После того, как коробка ушла за борт, она не обязательно сразу идет на дно. Дальнейшее зависит от герметичности, от повреждений и от того, что внутри. Часть контейнеров держится на поверхности частично погруженными, торча из воды на несколько сантиметров, и дрейфуют. Исследователи специально моделировали такой дрейф при разной степени погружения, потому что траектория предсказывается плохо. Полупогруженный контейнер почти не дает отметки на радаре и почти не виден с мостика в волнении. Для крупного судна встреча с ним закончится вмятиной. Для яхты или небольшого рыболовного судна это удар о плавающий стальной блок массой в несколько тонн на ходу. С 1 января 2026 года сообщать о потере контейнеров в море стало обязательным по новым требованиям Международной морской организации. И одна из причин именно это. Плавающая коробка – не только мусор, но и навигационная опасность. До этого статистика во многом собиралась по добровольным опросам отрасли, и к любому годовому числу полагалось мысленно прибавлять неизвестный остаток. А содержимое разошедшегося контейнера способно разъехаться на тысячи километров. В 1990
1990 году судно Hansa Carrier потеряло в северной части Тихого океана 21 контейнер. В 5 из них лежало около 61 тысячи кроссовок Nike. Обувь начали находить на побережьях Северной Америки, причем находки распределялись по времени и по географии закономерно. Океанографы использовали эти точки для проверки моделей движения океанских вод, и Американское управление океанических и атмосферных исследований до сих пор рассказывает эту историю в образовательных материалах про течение. Через 2 года в океан отправились 28 800 игрушек для ванны. Желтые уточки, бобры, черепахи и лягушки. Их дрейф отслеживали годами. В 1997-м судно Tokyo Express потеряло у берегов Корнуолла 62 контейнера. В одном лежало около 4 миллионов 800 тысяч деталей лего, и их продолжают находить на английских пляжах спустя десятилетия. Среди утраченных наборов было много морской тематики: ласты, осьминоги, акваланги, спасательные плоты. Ровно эти детали теперь и вымывает прибоем. Научная ценность таких находок в одной особенности. У обычного дрейфующего буя есть передатчик, но буи стоят дорого и запускают их десятками. Тут же в воду одномоментно попадает огромная партия одинаковых предметов с известной точкой старта и известной датой. И каждая находка на берегу – готовая пара координат и времени. Собранные вместе, они показывают, куда и с какой скоростью вода тащит плавающий предмет. Теперь цифры, из-за которых кадры разгромленной палубы выглядят иначе. За 2025 год, по оценке Всемирного совета судоходства, за бортом оказались примерно 1478 контейнеров. Звучит много, пока не узнаешь знаменатель. За тот же год морем перевезли более 280 миллионов контейнеров. Это примерно одна потеря на 189 тысяч перемещений. В 2024 году потерь было 576, в 2023 – 221. У этой статистики есть обратная сторона, и назвать ее стоит честно. Доля потерь падает, а размер отдельного происшествия растет вместе с судами. Когда контейнеровоз брал 3000 коробок, потерять с него 1500 было физически невозможно. Теперь возможно. И один плохой рейс способен дать больше потерь, чем весь предыдущий спокойный год. И последний сюжет, который не про физику совсем. Допустим, вам повезло. Ваш контейнер с телевизорами пережил шторм, приехал целым и разгружен без единой царапины. Есть древний институт морского права под названием «Общая авария». Если ради спасения судна и всего груза пришлось сознательно пойти на чрезвычайные расходы или пожертвовать частью имущества, эти потери распределяются между всеми участниками перевозки пропорционально стоимости спасенного. Классический пример как раз про контейнеры. Намеренное сбрасывание части груза за борт ради общей безопасности способно попасть под общую аварию. Дальше вы получаете требование внести вклад в расходы на спасение чужого корабля и чужих коробок. По оценке страховщиков, в тяжелых случаях такие взносы доходят примерно до половины стоимости груза. Практическая сторона еще жестче. Когда общая авария объявлена, груз обычно не выдают, пока владелец не обеспечит свои будущие обязательства залогом, гарантией страховщика или подписанным обязательством об оплате. Ваши коробки стоят на терминале целыми, вы их видите и забрать их нельзя. Расчет долей по крупной аварии, где участников 1000, растягивается на годы, потому что считать надо стоимость каждого спасенного груза и каждую статью расходов. Мелкий импортер без страховки груза попадает в эту историю особенно больно. Он ничего не нарушал, его контейнер не пострадал, а счет все равно приходит ему. Ответственность самого перевозчика определяется договором перевозки и применимым морским правом и обычно ограничена, поэтому серьезные грузовладельцы страхуют груз отдельно, они рассчитывают, что судоходная компания просто вернет деньги за пропавший товар. Так что гигантская стена коробок над водой держится не только на стали. Она держится на весовом сертификате, оформленном на терминале за 3 суток до выхода, на схеме крепления, утвержденной для этого конкретного корпуса, на замке, который Лашер довернул до конца в 4 часу ночи, и на решении Вахтинова изменить курс на 15 градусов, когда посуда в столовой поехала по столу. Что кажется более безумной инженерной задачей – удержать 10-этажную башню из коробок в 30-градусный крен или заранее угадать, сколько на самом деле весит каждая из них? Напишите, к чему склоняетесь в комментариях, и там же расскажите, находили ли вы странные предметы на берегу после шторма. Подписывайтесь, если хотите еще разборов вещей, которые работают вопреки здравому смыслу.